Здравствуйте, мои дорогие! Я снова рада видеть вас на своем канале. Ну что, девчоночки, сегодня новый урок. Поехали! Сегодня мы будем с вами делать очень-очень интересную работу. На самом деле мастер должен делать не только те работы, которые просит их клиент, но и какие-то очень сложные варианты, которые, возможно, никто никогда у вас не попросит. Но, тем не менее, как настоящий мастер, вы должны это уметь. Итак, что же у нас здесь за ноготочки? Это ноготочки моей любимой модели Марины. Мы на ней снимали онлайн-курс «Квадрат», сделали 4 разных длин квадрата и плюс еще квадрат с выкладным френчем, то есть у нас 5 разных пальцев, у нас 5 разных длин, и Марина будет с этими пальцами ходить с удовольствием. Единственное, что в конце мы немножечко убрали длину на мизинце, потому что он слишком длинный, но тем не менее, в целях того, чтобы подчеркнуть интерес вот этой работы, мы решили изобразить дизайн, который перетекает с пальца на палец. В данном случае у нас будет вот такая вот дамочка с волосами. Первым делом для себя карандашиком нарисовали основные черты лица нашей дамочки, и потом уже при помощи гель-лаков начинаем все это разукрашивать светотенями, корректируем все наши моменты. Если где-то что-то не получилось, то всегда можно вернуться и немножечко спрятать те косяки, которые у нас вышли. В этом месте Марина, конечно же, кричала мне, что я рисовать девочек не умею, и я с ней, конечно же, согласилась, потому что это не самая сильная моя сторона. Я не очень хорошо умею рисовать людей, но если человек похож на человека в конечном итоге, значит, мы со своей задачей справились. На самом деле, для того, чтобы рисовать человека, нужна хорошая практика, ну и, конечно же, художественные навыки. У меня художественного образования нет, поэтому я не совсем правильно это делаю, но, тем не менее, девочка-то на девочку похожа. В общем, вырисовываемся, кайфуем от этого процесса, ругаемся в этом месте с Мариной. В общем, весело на самом деле было создавать вот именно этот ноготочек в этой работе, поэтому это осталось просто-таки незабываемым впечатлением на ближайший месяц. Ну а теперь все остальные ноготочки. Наша задача сделать таким образом, чтобы дизайн с пальца на палец у нас перетекал. Чтобы, соединив пальчики, у нас получилась цельная картинка. Именно так все это было задумано. Поэтому мы сразу же складываем для себя пальчики и рисуем таким образом, чтобы было движение сохранено. Делаем подмалевок для наших волос. Волосы здесь можно взять в кавычки, потому что это такое вот очень схематическое, это типа волосы. На самом деле, ну, я художник, я так вижу, это волосы на самом деле. Неважно, что здесь сиреневые волосы, белые волосы, золотые волосы, неважно, совершенно это волосы.
Помним, что у нас в клиентках Марина, поэтому без золота совершенно никак обойтись невозможно. И в этом моменте она кричала, что можно убрать все, оставить только золото. Да, помним, блестки с блестками на блестках, и Марина это вот то, что нужно. Поэтому золото добавляем сразу же ровно в 2 раза больше, чем было нужно. Поскольку золото было выложено на палитру недостаточно, то в этом моменте зажимаем кисть в зубах, докладываем золото на палитру и добавляем, потому что это же Марина, блестки с блестками на блестках. Ну и добавляем еще парочку оттенков, потому что очень симпатично все это смотрится. На самом деле цветовую гамму подбирали буквально интуитивно, мы не знали, что должно из этого получиться. И вот все составлялось одним махом на руках клиентки. А теперь все самое сложное, но самое кайфучее. Нам осталось все это прорисовать. Прорисовываем при помощи тонких линий. Делаем для себя подмалевки из всяких разных зентанглов, вспоминаем, какие элементы у нас в голове есть отработанные, и добавляем их в наши волосы. То есть у нас там листики, не листики, какие-то петельки, какие-то завитушки, можно было добавить какие-то вензелюшки. В общем, все, весь бардак, который есть в нашей голове, который мы знаем, что можно сюда нарисовать, вырисовываем. Главное в этом месте не забываем, что композиция у нас с пальца на палец перетекает. Поэтому если мы используем какой-то элемент на пальчике, нам нужно подумать, как логически он будет на соседнем пальце продолжаться.
общем, вот такая вот кайфучая работа у нас получилась. На самом деле, девчонки, ну вот действительно такие сложные варианты делать просто в кайф, потому что вы наслаждаетесь самим процессом работы. Это что-то необычное, и оно всегда раскрывает в вас новые грани. Почему так много мастеров участвуют во всевозможных конкурсах? Потому что именно конкурсные работы делают что-то необычное, помогают вам раскрыться как мастеру и заставляют вас работать и думать головой. Поэтому попробуйте, сделайте такую работу хотя бы просто на типсах, хотя бы просто для себя. Вот, собственно говоря, такой дизайн ногтей у нас получился. Получилось безумно красиво. Напоминаю, кто будет сильно интересоваться, на мизинцы длину мы, конечно же, убрали, потому что невозможно ходить в жизни с такой длиной мизинца, потому что на мизинце очень короткое ногтевое ложе, и не дай бог самая небольшая травма, можно лишиться этого короткого ложа вместе с ноготком. Поэтому мизинец был упилен приблизительно по длине под указательный пальчик. Все остальные пальцы остались такие же. То есть Марина ходит с коротеньким средним пальцем, с такой же длиной указательного и безымянного, но с коротким мизинцем. Картинка, в принципе, целиком не собирается, но тем не менее смотрится довольно симпатично. Ну а у меня на сегодня все. Надеюсь, вам понравилось, надеюсь, вам было интересно и необычно на это все посмотреть. Напоминаю, эти ногти делались для онлайн-курса «Квадрат». Именно эти ногти мы разбирали, как моделировать для этого онлайн-курса. Ссылочку на курс оставлю вам в описании. Я же на сегодня с вами прощаюсь. Всем до новых встреч. Пока!